Всем привет! Видео Зиг-центра набрало огромное количество просмотров, что неудивительно, учитывая такое огромное количество лотов на Озоне. Мне потребовалось много времени, чтобы найти что-то достойное и взять на обзор, потому что процентов 90 других компьютеров это такое же старое железо, 10 плюс давности, так еще и стоит в 2 раза дороже. Поэтому найти что-то интересное достаточно тяжело. Благо я не один, кто ищет подобные ПК, и на Пеппере подскочила интересная скидка. Купил я его примерно 1000 за 10. Из интересного это то, что за эти деньги он предлагал i3 9-го поколения, 8 гигабайт памяти, DDR4 и 256 SSD накопитель. А еще депо это отечественный радиатор. Поэтому надо было брать. Приезжает компьютер в фирменной коробке, внутри кабель питания и сам компьютер в пенопластовом бампере. Внутри инструкция и сам компьютер. Корпус немного помяло при транспортировке. Выгнул обратно руками. Так как есть TPM2 модуль, установил Windows 11. Можно заметить странность, что i3 9100 работает на сокете 1151, хотя этот процессор должен работать только на 1151 V2, что наталкивает на мысли, что по заводу установлен Coffee мод. Итак, i3 9100, 4 ядра, 4 потока. Поддерживает все современные инструкции и обладает кэшем 3-го уровня. Фирменная материнская плата от Depo на чипсете H111. Оперативная память DDR4 на частоте 2333 МГц. 16 гигабайт, 8 шло по заводу и еще 8 я установил. Иначе в играх были бы большие просадки без двухканала. Под память всего 2 слота. Переходим к синтетике. Cinebench R23. В многопотоке i3 9100 набирает 3967 баллов, а в однопотоке 1054. Это не самый худший результат. Это лучше, чем ноутбучные i7, которые новее его на 2 поколения. Переходим к играм. Начнем с Borderlands 2, 720p минимальной настройки графики. Каких-либо фризов я не встретил, график фреймтайма достаточно ровный, удовольствие получить вполне можно. Следующая игра Metro 2033 Redux. 720p минимальной настройки графики. Здесь достаточно загруженная сцена и можно будет увидеть редкие просадки ниже 60. Поэтому можно поиграть на средних настройках графики или поднять разрешение. Grid 2 720p минимальной настройки графики. Фреймрейт что-то в районе сотки. Это записанный геймплей в бенчмарке. Поэтому я поднял разрешение до Full HD и установил средние настройки графики. Получается в районе 40 кадров. Однако я бы поставил минимальные настройки Full HD, дабы играть стабильные 50-60 кадров. Следующая игра Battle Beat Remaster. Full HD, минимальные настройки графики. Картошка мод или Potato мод. Фреймрейт крайне нестабильный. Например, на карте всего лишь 25 кадров. Если сбавить разрешение до 900p, это не сильно улучшает картину. Все равно есть просадки до 45. Играть очень тяжело. Получше, чем в прошлом видосе, но все равно не очень. С Майнкрафтом никаких проблем. Java-версия, Full HD, настройки я в принципе не трогал. Не словил ни разу просадки, поиграл где-то пару часов. Zenless Zone Zero. Минимальной настройки графики 720p. В основной части игры, а именно в лутбоксах, получаю 15 кадров в секунду. В сюжетной части игры картина получше, однако огромное количество фризов. И получить удовольствие от игры вряд ли получится. Just Cause 3, 720p минимальной настройки графики. Заветные 30 кадров увидеть здесь не получится. Да, бывают моменты, когда даже бывает и 40. Но чаще всего это когда объектов нет на экране. Если устроить замес, просадки будут до 25. В кат-сценах картина еще хуже. В среднем 20 кадров. GTA 5, 900p и минимальные настройки графики. Плотность населения на среднем значении. Получается 20 кадров, что маловато. Поэтому понижаем разрешение до 720p. На экране 30 кадров, не самые стабильные, так как я сошел с шоссе и нагрузка упала, однако играть вполне можно. С игровыми тестами закончили и переходим к профессиональным программам. За место Linux будет Hackintosh. macOS Sequoia 15, последняя версия, завелась без каких-либо проблем. Сразу установил Xcode и попробовал сделать простое приложение. Это Hello World на Swift UI. Скажу сразу, 4-ядерному процессору достаточно тяжело крутить виртуалку айфона. Запускается симулятор где-то пару минут. Я бы не стал использовать этот компьютер под серьезную iOS разработку, однако если познакомиться с ней, повыполнять домашние задания, то вполне.
Компьютер определяется как iMac 2019 года, 4 ядра, 16 ГБ оперативной памяти, работает аппаратное ускорение графики за счет встройки. Также работает аппаратное декодирование видео. Без каких-либо проблем Safari работает прекрасно. У меня Hackintosh проработал стабильно. Я за пару часов не словил вылетов. Давайте будем разбирать и посмотрим, что там внутри. А также его будем апгрейдить. Откручиваю винты, отщелкиваем замок и сдвигаем крышку в бок. Корпус и блок питания от компании Foxline. Блок питания на 300 Вт. Фирменная материнская плата от Depo, разъем M2 SATA для установки накопителя и разъем для Wi-Fi карты. По заводу установлена фирменная память от Depo, сделана в России, DDR4 8 ГБ на 3200. И я докупил 8-гиговую плашку от Samsung, дабы тестировать в двухканальном режиме. Достаточно интересно сделаны крепления для накопителей, например для SATA. Все без винтиков, просто отгибаются два ушка и достается SSD-шник. Silicon Power A56. На обратной стороне корзины есть место для установки дополнительного накопителя. Есть отверстие для SSD, но в комплекте нету для него винтиков. А вот для установки жесткого диска ничего не требуется. Все есть в комплекте. Точнее, есть все пазы для этого. Так же, как и с SSD, отгибаются ушки, жесткий диск сам проваливается вниз и закрываем его. Третий накопитель можно установить через адаптер в слот DVD привода. У блока питания есть дополнительный коннектор SATA питания и DVD привода. При подключении DVD привода нужно будет на передней панели отщелкнуть заглушку. В корпусе есть отверстие для подключения 3.0 USB, как на картинке, вот такого вот формата. На передней панели его нету. Скорее всего, это зависит от ревизии корпуса. Расскажу про USB разъемы. USB 3.0, USB 3.0, Type-C 2.0 и картридер тоже 2.0. Теперь нужно снять охлаждение и посмотреть на процессор. А точнее на его подошву, на контакты. Напомню, здесь стоит Coffee Mod. Изначально сокет 1151V2 не работает с процессорами 8 и 9 поколения. И если не углубляться в подробности, то для того, чтобы завести процессор 8 и 9 поколения на материнских платах 1151, необходимо было модифицировать BIOS, а также заклеить некоторые пины на процессоре. У вас на экране какие пины нужно было изолировать, а какие пины нужно было соединить. Итак, момент истины. И ничего не нужно заклеивать или соединять. Ну, красота. Получается материнка всеядная. Я поначалу нашел об этом информацию, но отнесся скептически, так как у других производителей, известных всем, помимо модификации BIOS, нужно было еще и заклеивать некоторые пины на процессоре. И тут у меня были сомнения. Но оказалось зря. Ставь нужный процессор и работай. Лишь бы по размерам в сокет подходил. Единственное, что могу сказать... Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Заменим процессор на CC150. Coffee Lake, 14 нанометров, 8 ядер, 16 потоков. Это один из самых мощных чипов, который в принципе есть на эту платформу. Мощнее него только i9-9900. Однако у него больше энергопотребления и он дороже стоит. Wi-Fi модуль поставлю один из самых дешевых, который смог найти на Авито. Не первой свежести, Intel 7265. Поддерживает 5 Гц, Bluetooth 4.2, форм-фактор 2230. Максимальную скорость загрузки получил в 400 мегабит во время скачивания игры через Steam. Интересная особенность корпуса в том, что заглушки здесь штампованы, они не съемные. Ее можно расшатать, и она тогда вывалится. Я убрал все заглушки, так как первые два слота займет видеокарта, а вторые два слота займет Wi-Fi антенна. Под конец 2024 мне как-то не очень хотелось покупать SSD с интерфейсом M2 SATA. Повезло, что остался SSD от старенького ZigBud, SSD которого я использовал как флешку. Для тестов поставлю низкопрофильную 3050. В отличие от полноразмерной версии, не требует дополнительного питания. SFF формат, меньше на 2 гигабайта памяти и меньше шейдеров. Лоу-профильная 3050 – одна из самых мощных видеокарт подобного форм-фактора и которая не требует дополнительного питания. Мощнее нее разве что RTX A2000, цены на которую сильно взлетели на вторичке. Дешевле, чем за 30-ку не найти, а 3050 не обошла в 16 тысяч новая. Запихать видеокарту в этот корпус оказалось не такой уж и простой задачей. Пришлось полностью отключить переднюю панель. Я не посмотрел, как была подключена кнопка включения и индикатор на передней панели. В общем, вот распиновка.
Инструкцию на плату я не нашел. Так как заглушки на корпусе были штампованы, их нельзя вернуть обратно. Я заказал с Алика нормальные заглушки. Однако пока они едут, я решил как временное решение продырявить банковскую карту и использовать ее как держатель для Wi-Fi антенн. Забыл рассказать, в корпусе есть всего один вентилятор и работает он на вдув. Трехпиновые, обороты не регулируются. Работает на сотку. После апгрейда можно поиграть и во что-нибудь более тяжелое. Например, Helldiver 2. Full HD, средне-низкие настройки графики. При таких настройках получается стабильные 40 кадров с очень стабильным фреймтаймом. Знакомить жуков с демократией можно с большим удовольствием. Небольшой тест орбитальным ударом и будем переходить к следующей игре. По поводу рваных кадров. Они есть только на записи. Карта захвата записывает видео в 60 кадров в секунду, а игра выдает всего 43. Из-за этого получаются разные временные промежутки отрисовки и записи кадра. В моем случае игровой кадр на экране проводит слишком много времени. Грубо говоря, карта захвата успевает сохранить один и тот же кадр 1,5 раза. Один полный кадр, и в момент сохранения второго кадра происходит перерисовка, из-за чего на экране, грубо говоря, присутствуют два кадра. Если эти кадры друг от друга сильно отличались, то будет похоже на то, как будто бы изображение поделили на два. Это явление называется разрывом кадра. Но давайте вернемся к играм. Battlefield 2042, минимальные настройки графики, DLSS Auto, разрешение Full HD. Electronic Arts обновили античит, и с ним не завелась ни одна программа для мониторинга частоты кадров. Поэтому будем использовать ту, что встроена в драйвер. В среднем получается 85 кадров в секунду. Я не думал, насколько тяжелый Battlefield 2042. Помню, на релизе у батлы были какие-то проблемы с процессором Intel 9-го поколения. Но вроде бы уже все пофиксили, каких-либо фризов я не словил. Играть вполне можно, все упирается только в скилл. Играл я через Wi-Fi, значка о высоком пинге не словил за пару каток. Последняя игра Cyberpunk, Full HD, высокие настройки графики, без трассировки лучей. DLSS в авторежиме. Обычно Cyberpunk тестируют на кольце смерти в центре города. Мне подобное не сильно нравится, так как мы не знаем, какая будет частота кадров во время выполнения миссий. Например, сейчас я выполню миссию по получению новой машины. Действие миссии разворачивается где-то на окраине Найт-Сити. Показывать полный геймплей миссии я не стану, а покажу только самые интересные моменты. Так как это может кому-то проспойлерить миссию, и также может сильно растянуть хронометраж этого видео. Во время выполнения миссии частота кадров редко просаживалась ниже 50. Заруливаем в город, на кольцо смерти, и где частота кадров падает до 41. Ну, местами. В среднем получается 45 кадров в секунду при Full HD, DLSS Auto и высоких настройках графики. Сбавляю настройки графики до средних значений. При таких настройках графики получается в среднем 53 кадра. С редкими просадками ниже 50. Небольшой тест ночью. Заодно пошел дождь. Так стало гораздо атмосферней. Нагрузка на видеокарту не увеличилась. Фреймрейт поднялся до 60. Здесь почему-то упало количество машин, хотя плотность толпы я не трогал. Это, видать, просто так зарандомило. Еще немного геймплея Киберпанка и переходим к синтетике. А вот с синтетикой всплыл очень интересный момент. Темно-оранжевая полоска — это первый прогон. Сейчас идет второй прогон, после перезагрузки. Как можно заметить, результат сильно ухудшился. Если обратить внимание на область, подсвеченную зеленым, где отображаются частоты процессора, то можно увидеть, что они падают меньше 1 ГГц. Проблема в том, что перегревается зона ВРМ. На материнской плате нету датчика, который бы показывал температуру этой зоны. Поэтому я и не сразу понял, почему так происходит. И был вопрос, почему это произошло сейчас. Почему этого не было при первом прогоне? Оказалось все просто. При первом прогоне материнская плата сама выставила максимальные обороты для процессорного кулера. А после перезагрузки на втором прогоне что-то как-то не получилось, и он работал в полсилы. Чтобы подтвердить свою теорию, я начал обдувать зону питания процессора. Частоты сразу перестали падать, а итоговый результат стал расти. И за пару минут наверстал упущенные позиции и приблизился к результатам первого прогона. Еще стоит обратить внимание на максимальную температуру процессора, она была 98 градусов. Многовато. Самый простой вариант это исправить, это установить максимальные обороты в BIOS для процессорного кулера. Заходим в BIOS, вкладка Advanced, Hardware Monitor, Smart Fan Function и выбираем софтверный мод,
чтобы можно было управлять оборотами, либо руками задать в BIOS, либо управлять ими из Windows. Устанавливаем значение в 255 для обоих вентиляторов, сохраняемся и перезагружаемся. Теперь, сколько бы раз я не перезапускал тесты, получаю один и тот же результат. А теперь сравним с идеальным результатом. Это если еще помимо 100% оборотов кулера обдувать зону вокруг сокета. Такие манипуляции дают дополнительные 9% производительности. Давайте попробуем найти баланс между производительностью и нагревом. Для начала выключим два ядра. Заходим в BIOS, конфигурация процессора и выбираем 6 ядер активных. Гипертред должен быть включен. Сохраняемся и перезагружаемся. Получается конфигурация 6 ядер и 12 потоков. При такой конфигурации процессор потребляет 49 Вт и нагревается до 80 градусов. И еще как вариант это выключить гипертрейдинг. Оставить 8 ядер, 8 потоков. При такой конфигурации процессор потребляет 54 Вт и нагревается также до 80. Все эти манипуляции с ядрами никак не сказались на однопоточной производительности. Предлагаю подвести итог. Это Scorf Cinebench R23 для всех трех конфигураций. 8.16 самая производительная, но и при этом потребляющая больше всего энергии. В этой конфигурации процессор не урезан и он тротлит. VRM сильно перегревается и я не рекомендую использовать его в таком режиме. Чтобы было проще сравнить с другими конфигурациями, пересчитаем баллы Cinebench в проценты. За 100% возьмем неурезанную конфигурацию процессора. Вторая конфигурация 8 ядер и 8 потоков. Это просто отключение гипертреда. Дает снижение производительности на 15%. В третьей конфигурации я отключил 2 ядра. Оставил гипертред, тем самым получил 6 ядер и 12 потоков. Это дало просадку на 17%. Переходим к тепловыделению. Тут все так же. 8.16 самая горячая, 8.8 это золотая середина и 6.12 самая холодная. И сразу к процентному соотношению. И первое, на что обращаем внимание, это на то, что третья конфигурация 6.12 потребляет на 25% меньше энергии. Причем производительность была ниже всего на 17%. А в конфигурации 8 ядер 8 потоков энергопотребление упало всего на 17%. А производительность на 15%. Синтетика это, конечно, очень интересно, но давайте посмотрим, что будет в играх. А в играх картина следующая. Киберпанк. Тесты будут только в нем. Всеми любимое кольцо смерти. И 8 ядер и 8 потоков оказываются производительней, чем все другие конфигурации. Я считаю это погрешностью, так как игра с открытым миром, здесь есть большая доля рандома. Бывало так, что машин мало, и мне приходилось просто перезагружаться, чтобы заспавнились примерно тот же трафик, примерно те же условия, и все равно нельзя воссоздать сцену один в один. Здесь можно точно сказать, что процессора хватает для киберпанка, и упор идет только в видеокарту. Поставить в этот компьютер что-то мощнее 3050 вряд ли удастся, поэтому 6 ядер и 12 потоков более чем достаточно. Поэтому, если вдруг вы надумаете взять и установить что-нибудь мощнее, чем i5 9400, даже тот же CC150, хоть с ним, грубо говоря, и справляется боксовый кулер, я бы настоятельно рекомендовал купить какой-нибудь ID Cooling LS40XT. Максимальная высота процессорного кулера в этом корпусе составляет 50 мм. Но я не рекомендую прям ставить впритык, потому что иначе забору воздуха помешает каретка жесткого диска. Еще у ID Cooling есть ID Cooling LS30i, он еще дополнительно сможет обдувать VRM. Про возможности апгрейда, пожалуй, все. Жаль, что здесь стоит слот M2 SATA, а не M2 NVMe. Можно еще придраться к тому, что нету радиаторов на зоне питания VRM. Разгона в BIOS никакого нет. Это не минус компьютера, это скорее минус базового чипсета от Intel. Однако то, что по заводу в эту материнскую плату можно ставить процессоры 6, 7, 8 и 9 поколения, это вообще нонсенс. Я помню время, когда вот вышло 1151 и 1150 V2. Тогда была некоторая путаница. Тогда процессоры 8 и 9 поколения, которые были для сокета 1151 V2, не работали с чипсетами и сокетом 1151 V1. Мне компьютер очень понравился. Особенно то, что на материнской плате был слот для установки Wi-Fi модуля. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, новые видео уже совсем скоро.